Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Формула реальности». С вами я, Нур Исмаил, и сегодня мы поговорим о том, кто и почему хочет убить память о Великой Отечественной войне, о нашей победе и бессмертном полке. Полиция Берлина ежегодно публикует специальный указ, ограничивающий использование советской и российской символики вблизи 3 ключевых советских мемориалов – Трептов парк, Тиргартен и Шönholzer-Хайде. Под запретом флаги России, Беларуси и СССР. Также запрещены флаги ДНР, ЛНР и Чеченской Республики. Запрещены буквы Z и V как символы текущих боевых действий, а также георгиевские ленты. Запрещено ношение военной формы или ее элементов – пилотки, гимнастерки, погоны и так далее. Запрещено исполнение российских и советских маршей и военных песен, например, «Священная война». Запрещены любые высказывания, одобряющие действия РФ на Украине. Запрещено демонстрировать изображения лидеров России, Белоруссии и Чечни. А почему? С чем это связано? Немецкие власти объясняют эти меры желанием избежать столкновений между пророссийскими активистами и представителями украинских организаций. Примечательно то, что украинская символика в Берлине в эти дни разрешена. Кстати, ко всемирной акции «Бессмертный полк» власти разных стран в мире относятся по-разному. Примечательно то, что из всех бывших республик СССР акция свободна и при поддержке властей, кроме России, проводится только в Беларуси, в Кыргызстане, Таджикистане и, вы удивитесь, в Армении. Разумеется, на Украине и в странах Прибалтики полный запрет на все. В остальных республиках ограничения разного уровня. В дальнем зарубежье тоже по-разному. Полная свобода нашествия и даже поддержка государств в Китае, на Кубе, в Венесуэле, Вьетнаме, Никарагуа и даже в Израиле. Почти нет ограничений в странах Латинской Америки. Частично разрешено во многих европейских странах, в Австралии с Новой Зеландией и в США. Но жесткие ограничения или полный запрет в Германии, Великобритании и Канаде. Как было сказано, запреты связаны якобы в целях безопасности. А кого нужно бояться? Кто может создать провокацию? Местные? А зачем? Ведь раньше же проблем не было. Может, религиозные противоречия? Их тоже нет. А кто? Разумеется, провокации могут быть только с одной стороны. Других сил нет. Но ведь шествия и парады других сообществ не запрещаются и не боятся же никаких провокаций, верно? А почему? Да потому что одну сторону раздражают только мероприятия, организованные Россией. И самый главный момент – историческая оценка победы. По результатам Международного суда в Нюрнберге нацизм и фашизм как идеологии превосходства одних людей над другими были признаны преступными, не так ли? А значит, советская Красная Армия является армией освобождения мира от нацизма. И это никакому пересмотру не подлежит. Все попытки пересмотра могут расцениваться только как попытка реабилитации нацизма. При этом удивительна позиция властей Украины, которые заявляют, что узников концлагеря Освенцим освобождали именно этнические украинцы, потому что это были войска Первого Украинского фронта. Они непременно хотят быть в рядах победителей в той войне. Но одновременно с этим они уничтожают памятники советским воинам и военачальникам, прославляя тех, кто боролся с Красной Армией в составе войск нацистской Германии. Такое раздвоение личности в попытках совместить несовместимое называть здоровым не получается. Что я хочу сказать? Мы потомки победителей.
Маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову приписывают слова, якобы сказанные в беседе с маршалом Рокоссовским. «Мы их победили, и они нам этого не простят». Говорил Жуков такие слова или нет, доподлинно неизвестно. Но история поворачивается так, что эти слова становятся пророческими. А почему у нас хотят отнять нашу победу? Да потому что те, кто называет 9 мая победобесием, это как раз сторонники идеологии превосходства, с которой и боролись наши деды. И что самое обидное, что многие из этих сторонников – потомки тех, кто отдал жизнь и здоровье ради этой великой победы. Поэтому нам всем сегодня нужно определиться. Либо мы достойные потомки победителей, либо мы предатели их памяти. А если мы хотим чтить их память и не хотим, чтобы их победа была забыта, нам нужно всемирно поддерживать акцию «Бессмертный полк» во всех странах, где меня смотрят. Безусловно, действовать необходимо в рамках местных законов, но максимально показать, что бессмертный полк жив. Не прятать стыдливо портреты предков-победителей, а гордо их демонстрировать на улицах и в социальных сетях, потому что бессмертный полк – это важная составляющая не только семейной памяти, но и борьбы за общую историю и национальную гордость. А наша общая победа – это важный момент для достоинства каждого из наших народов. И важно не позволить политикам-националистам лишить нас этой памяти. Всех с наступающим праздником Великой Победы!